У нас сегодня исследование на тему богатства и бедности. Мы решили исследовать, посмотреть эту тему с тонкого плана, в чем принципиальное отличие между одними и другими, что такое психология нищеты, как она влияет на денежные потоки, на денежную энергию. Ну и дальше посмотрим, да, как оно будет раскручиваться. Богатство и бедность. Как на тонком плане для меня выглядит богатство? Показываю себе пространство. Человек стоит в центре, вокруг него на 365 градусов возможности. И он может взять абсолютно любое, то есть условно он может дотянуться до любого. То есть любая его задумка может быть реализована. Так, а о чем здесь речь идет? А вот конкретно о реализации идет речь. Но у меня сразу просто идет вот такой вопрос, что, к примеру, если мы говорим о материальных благах, это все понятно. А если человек, ну, условно, желает создать некий бизнес, у которого еще вот не было, и он что-то с нуля хочет какие-то технологии создать и так далее, то в этом случае он идет и делает. То есть это не гарантия того, что у него получится. Но у него есть все возможности для того, чтобы начать это и реализовать, исходя из того, как он это видит. То есть мне сейчас приходит такой пример, так это как я, как Юлия говорю, как физический ум Юлия. Юлии, что здесь? Мне приходит пример такой, что когда создается iPhone, создается дизайн, создается эстетика, создается удовольствие от того, как выглядит этот аппарат. И задача инженеров вложить в в эту ягодку условно, да, в ну, в то, что доставляет удовольствие, вложить технологии и не наоборот. Так, а к чему я это говорила? Что отличает бедного? Понятно, общее Да, понятно. да, в целом вот именно картина такая. И здесь уже нюансы, то есть вот эта ширина, вот этот диапазон, он зависит, но мы говорили как бы о богатстве, ну, такого очень как бы крайнего масштаба, да, на планете Земля. Смотрю бедность. А у меня теперь вот, если это поле пространства, у меня человек снизу находится. То есть он даже если бы хотел, он как бы не может дотянуться до этого. То есть даже минимальные какие-то потребности свои, которые вот буквально рядом с ним, ну, условно находятся, он даже до них дотянуться не может. Это вот крайняя степень бедности, когда фактически ничего нет. Поставь двух этих людей, богатого и бедного. Вот принципиальная разница какая в них? Что их отличает? Ну вот пока буду говорить именно как картина. Меня бедный, короче, так внизу, как вот если условно, да, вот этот богатый здесь стоит, а бедный вот так вниз торчит у меня. Богатый дышит свободно, он как вот, знаешь, как развернут весь внутри, то есть и он открыт любым возможностям. Любые возможности, которые вообще доступны здесь для проживания, для испытывания в этом пространстве, у него отсутствуют ограничения. Это вот опять же смотрим идеальную картинку, да, мы не смотрим персоналии конкретные. Отсутствует ограничения, именно вот поэтому он может до любого, что он хочет дотянуться. Но вот я сейчас его вижу вот безотносительно того пространства, с которого я начинала говорить. Ну, то есть состояние расширения, отсутствие любых ограничений. Сам себя он ничем не ограничивает. А вот бедного я вижу, он даже как-то скручен. То есть вот он физически, вот как вот у меня идет такой образ, как вот бывает, ну, бомжи вот на улице или там нищие там в каком-нибудь Дели. Вот они сидят, все такие скрюченные, очень худые. А на тонком плане что это такое? Множество ограничений, отсутствие свободы. Ну, как внутренних свобод. У меня почему-то во множественном числе идет. И что здесь важно еще, я хочу добавить на тонком плане, как это еще выглядит. Ну, в общем, все скрученное вот так вот, максимально, вот как буквально, если взять что-то, некую конструкцию, которая, если гайки подкрутить сильно, то она еще вот так, еще как бы, ну, так сжимается еще сильнее. И вот у максимального вот человека, у которого абсолютно такой уровень, у него вот они как максимально закручены, зажаты, то есть он абсолютно вот в этом зажат. Какие основные убеждения у бедного человека его так ограничивают?
У меня, кстати, вдогонку сейчас шло, что это выбор. То есть это не хорошо, не плохо. Мы просто смотрим сейчас безотносительно. Установки присутствуют. Сразу идет недостойности. Недостоин, как вот как получать даже просто какую-то самую простую еду. Так, что еще? Какие установки, убеждения стоят за этим состоянием бедности, нищеты? Внутреннее опустошение, как будто не для чего. Как будто нет цели, нет для чего жить, и даже свое физическое состояние не является вот этим стимулом. Какие ограничивающие установки? Недостойность, я Недостойности, недостоин, да, запятая. запятая, осуждение, осуждение самого себя, даже наказание, непринятие также самого себя. Но мне идет как раз синхронизация со своим высшим аспектом, со своим вот как вот его, ну как иллюзия рассинхронизации. Если мы затронули высшие аспекты, есть ли какая-то определенность выбора сознания перед воплощением, что в каких он условиях будет Будет, воплощен? будет рождаться, любое сознание приходит сюда для воспроизведения опыта, и в этом смысле предопределенность существует. Если же опыт получен в достаточной мере и степени, тогда эта предопределенность может быть трансформирована, как изменена. Здесь вот эти состояния богатства и бедности мы смотрим сейчас схематично, но за этим могут стоять очень сложные и как сложно сочиненные у меня идет. Но здесь именно в плане получения опыта ключевой момент здесь трансформации неких исходных параметров. Говорю себе, здесь все просто. Вопрос именно в проживании самого опыта. То есть это просто разные опыты. Пойдет повтор, что вот идет очень как множество, как калейдоскоп различных обстоятельств и всего прочего. Из состояния бедности в состояние Да, богатства. из одной реальности в другую. Может самостоятельно человек перейти? Может ли перейти в эту реальность из крайней точки в крайнюю точку? Да или нет? Мне идет как нет. А при каких условиях человек может повысить уровень своего дохода? Но вот у меня была до этого шла информация о том, что это в любом случае должно происходить поэтапно. Если человек, его, ну как вот именно сознание человека не готово вот к такому резкому богатству, то тогда, как он очень быстро, вот сейчас у меня идет такая интересная картинка. То есть, к примеру, человек был нищим, и вдруг там условно где-то на него падает наследство какое-то баснословное, и он становится богатым, ну, очень богатым человеком или там выигрывает эти где-то деньги, он как бы формально встает на место вот этого богатого человека, но для меня он выглядит больше как фантом. То есть он не обладает качествами этого человека, который, ну, изначально как бы это у него встроено в его реальность. То есть или он как со своими всеми качествами, он вот имеет вот то, что он имеет, как богатый человек. И в итоге все равно этот фантом, ну, как бы не превращается вот в этого богатого человека, опять как сваливается в свою вот эту шкалу, как я показывала, как, ну, человек, он находится внизу под вот этой плоскостью. Как человеку повысить свой уровень достатка? Как ему повысить свой уровень достатка, перейти в иную реальность? Какая у меня есть информация? Начать откручивать вот эти вот болты, которые закручены, потихоньку отпускать их и начинать как расправляться. У меня такой вот была картинка до этого, что это прям как фольга буквально, да, или что-то вот какое-то такое вот металлизированное что-то, и вот это все вот так скручено. Мгм. Откручивать. О чем здесь речь идет? С чего начать, например, человеку поверить в свое достоинство прежде всего? Это уже его выводит как из этой позиции внизу он уже стоит здесь. То есть он уже становится в позицию человека, который стоит, ну как бы стоит в полный рост, вот так, если можно сказать. А что следующее нужно сделать? Убрать ограничения. Это вот из серии «я не могу». У меня до этого, по-моему, не было этого. Но вот сейчас идет, что вот как «я не могу», я не способен, вот не то, что, ну, именно что он не может что-то сделать, вот убрать вот это.
что я могу именно действовать, действовать для того, чтобы свое благосостояние улучшать. Что еще важно, я хочу здесь сказать? Что еще нужно человеку отпустить для того, чтобы улучшить свое благосостояние? Увидеть себя. Что это значит? Увидеть себя в том новом для себя пространстве, где у него вот его благосостояние лучше. То есть вот условно как бомж лежит весь грязный, в рваной одежде, там какой-то весь. А тут вот он стоит уже такой умытый, причесанный, причем так вижу расчесочкой такой, все причесался, стоит, ну, в одежде какой-то недорогой, но все чистенько, аккуратно, смотрит на себя в зеркало, и сама эта вся картинка ему нравится, то есть ему не хочется вернуться туда, где он вот был. А именно вот этот образ, например, да, он видит себя в небольшой какой-то комнате, он живет. То есть вот как-то постепенно начинает у него появляться вот это вот принятие того, что он как таковой может находиться в иных обстоятельствах. И он даже видит эти обстоятельства как некое видение вот этого нового для себя пространства. И он это принимает, что ему там хорошо, и он принимает себя там в этом пространстве. Что еще важное хочу себе сказать? Начать двигаться, что-то делать, начиная с малого. Вот у него диапазон, вот по сравнению с богатым человеком, очень маленький. То есть он также стоит теперь у меня вот в центре некого диска, и очень маленький диаметр, но там все равно есть определенные возможности, то есть такие вот как, ну, условно, вот такие как штучки, что-то, что можно взять. И вот у него буквально там всего лишь 3 ряда этих возможностей. И он может, причем они, кстати, даже вот, ну, это действительно, это диск, но он не полностью заполнен. И вот у него перед ним вот совершенно маленькая какая-то вот, ну как вот от него. И вот он может взять вот это небольшое какое-то, небольшая возможность, ну условно пойти там заработать, не знаю, там 200 рублей за какую-то вот, за что-то, за какую-то услугу. И он согласен, он вот это берет. То есть это как некое, вот он берет это и делает. То есть он не метится сразу там куда-то далеко, то, чего у него нет возможности, а он реально оценивает свои возможности и начинает двигаться вот как с того, что я могу сделать сегодня, на здесь, сейчас, и что я могу сделать конкретно, чтобы денег заработать. И он идет и соглашается, ну, к примеру, там что-то делает, какую-то простую работу. В чем здесь суть? Что именно действие, увидеть эту возможность и действовать. То есть не просто там мечтать или гипотетически представлять, что вот могло бы быть, а именно постепенно. И дальше у него, а что дальше происходит, как я вижу эту ситуацию? А у него ну, возможности эти как расширяются, становится сам по себе вот этот диск возможностей вокруг него, он становится шире, больше возникает самих вариантов. И если он к этому готов, то он себе позволяет уже следующую возможность взять и следующую. Что еще важно здесь, я хочу себе сказать? Что еще важное нужно человеку открутить вот в качестве вот этого ограничения? Раскрыть себя не только в финансовой сфере, а как увидеть себя с разных ракурсов. То есть это еще речь идет о каких-то, ну, о расширении возможностей как человека и каких-то интересах. Увидеть себя не только как с физической стороны, с точки зрения, что вот я есть человек, у меня есть физические потребности, я их, например, могу сейчас там могу минимально что-то закрывать, а увидеть в себе нечто большее. Человека не просто как физический объект, а как человека с его вот расширенными, более высокими возможностями. Так, что еще здесь важное хочу себе сказать? Ну, как вот, да буквально там, не знаю, начать читать книги или что-то такое, вот, начать с кем-то общаться. Вот, то есть это вот именно как выход за какие-то, ну, самые минимальные, ну, как все ограничения, выход для того, чтобы, ну, как увидеть себя с другого ракурса. Так, что-то еще важное хочу себе сказать, здесь добавить. Контакт, идет даже такое слово, контакт с самим собой, когда я не запинываю свое внутреннее, как вот, ну вот как ногами, да, как подростки бывают, вот дерутся и там кого-то начинают пинать ногами. Чувствовать, слышать это уже как следующий этап, и это уже уровень человека, который способен на многое, который может себя вывести действительно в те области, которые будут для него, ну, как благоприятны максимально.
В чем принципиальная разница между очень богатым человеком и очень бедным? Разница масштаб энергий, объем энергий, качество энергии. Я хотела еще перед этим, у меня прям пошел этот, ладно, это я сейчас посмотрю, чуть в самое начало вернемся и посмотрим. Вот рождение человека, вот есть как бы варианты, когда человек рождается в очень бедной семье, и есть варианты, когда человек рождается уже сразу в богатой семье, я не знаю, в какой-нибудь семье аристократов и так далее, где, в принципе, он изначально к золотой ложкой во рту, говорят, рождается. Вот выбор условий рождения, декорации, это определяется чем, кем? Выбор сознания определяет условия пребывания окружающего пространства. Что хочет получить сознание в одном варианте и в другом. Есть потребность, вот сейчас идет такое, когда богатые, это как есть некие потребности, как тепличных условий. Хочется как-то вот тепла, комфорта, неги. Есть вот это желание быть вот в этом состоянии. И тут, кстати, идет такая информация, что чаще всего такое переживание, оно достаточно кратковременным. Как правило, прям вот совсем долго в этом состоянии находиться не хочется. А что значит кратковременно? Но даже будучи пребывая в таких благоприятных условиях, затем возникают некие обстоятельства, которые могут эту личность, которая вот уже сформировалась в этих условиях, каким-либо образом, идет слово драйвить, но каким-либо образом трансформировать, стимулировать. То есть, несмотря на то, что он внешне может находиться в таких очень комфортных для себя условиях, будучи со стороны, иногда даже сверхкомфортных, внутри этих комфортных условий, как вот даже иногда происходят такие переживания внутреннего плана, внутреннего характера, искажения, трансформация личностных переживаний, что они как цветок раскрывается, и вот этот пестик, он как вот с ним даже может какие-то преобразования происходить, как вот внутри этого пестика, внутри что-то такое. И трансформация происходит как в красивой колба такая вот вижу, стеклянная, а внутри прям вот энергия вот так вот переливается, бурлит, причем даже настолько там происходит такая активность, что она может даже менять свою консистенцию, свой цвет и так далее. То есть эти условия, вот этот антураж, окружающий личность, которая здесь воплотилась, сознание, которое здесь воплотил, стало этой личностью, индивидуальностью, это не говорит о том, что внутри него будет, будет отсутствовать какие-то переживания, пертурбации, которые он будет проживать в течение своей жизни. В какой-то степени он может даже себе поставить некие условия. То есть я сейчас еще вот вернусь, почему-то эта колба пришла, сейчас приходит понимание. То есть вот эта стеклянная колба, красивая такая, и внутри не колба, лампа такая вот стеклянная. И внутри вот этой энергии, которая крутится, вертится, с ней происходят там совершенно разные какие-то перетурбации. То есть вот этот вот красивый декор, окружающий человека, это и есть эта колба. И на самом деле в некоторой степени этот антураж, этот декор, эти декорации, они могут иметь очень жесткие ограничения. То есть есть некие, это мне сейчас всплывают вот эти правила аристократов, например. Аристократы, которые живут внешне в очень красивых больших домах, они имеют большие земли, у них есть некая власть, у них есть некая такая культура поведения, которая другая большая часть людей смотрит достаточно восхищенно, но тем не менее, если мы рассматриваем внутри эту жизнь, она находится и подвергнута очень большим напряжениям.
ограничениям, различным трансформационным процессам, в которых также достаточно непросто находиться личности. Если человек выбирает, сознание выбирает рождение в очень бедных условиях и так далее. Здесь, что я хочу показать? Вот здесь какая мотивация бывает? Вот у меня, как ни странно, это вот сейчас на самом деле какая-то странная штука происходит, потому что я вообще не готова была к этой информации, но я вижу, что человек, рожденный в вот очень бедной в нищете, это сейчас вижу семья вот индусов, которые вот на костре готовят еду, буквально вот палатка у них такая раскинута, и вот, значит, это. Но я вижу ребенка, голенького в каких-то в тряпочках вот вместо трусов. И он прям танцует такой вот с бубном, стоит, танцует. И при этом я ощущаю, что внутри этого ребенка присутствует некая свобода. Он может бегать где хочет, он может прыгать, он может скакать, ему не нужно правильно сидеть, ему не нужно учить определенные предметы, ему не нужно зайти в определенного стандарта учебное заведение, и так далее. Он абсолютно внутренне свободен. Но здесь такое, вот здесь абсолютная нищета и грязь. Он как условно, ну вот внутренняя свобода присутствует. А внешне, да, внешне кажется, что этот ребенок, он в жутких условиях находится, по сути, у него нет нормального питания, у него нет, по сути, крыши над головой и так далее. А вот эти богатые, вот прям вот вижу такой аристократы, дом, чайный столик, сад красивый, очень они сидят, пьют чай. Все очень красиво, эстетично, но здесь присутствует внутри вот этих декораций такая сдавленность. И вот я тут же вижу мальчишку, тоже приблизительно такого же возраста, но он одет в маленький сюртучок, на пуговички, все пуговички застегнуты, там еще белая рубашка, и он играет с собакой, но ему периодически, и около него стоит гувернантка, которая как бы вот говорит ему, куда бежать, куда не бежать. То есть он не может бежать, вот несмотря на этот красивый сад, он не может бежать туда, куда он хочет. Он не может перебежать, перепрыгнуть вот как забор, перейти забор этого сада и бежать там по полю, по улице, играя этим мячом. У него есть ограничения. И дальше я вижу, что на этого мальчика возлагает надежда его отец, который диктует ему условия, в котором какое учебное заведение выбрать и куда идти. То есть я вот эти две картинки смотрю, и что я здесь хочу себе сказать. Несмотря на то, что внешне декорации могут выглядеть кардинально отличающиеся, внутренний посыл, который закладывает сознание перед воплощением в тех или иных обстоятельствах, он может кардинально отличаться от того, что внешне выглядит. И переживания одного и другого человека, рожденного в тех или иных условиях, может быть совершенно противоположно. То есть как бы смысл о том, что этот нищий, он может быть абсолютно счастлив в какой-то момент, сидя просто вот на пляже, видя звездное небо, и вот этот человек, который становится там главой какого-то крупного концерна, имея все блага мира, но полностью ограничен в свободе выбора, потому что его время полностью расписано, он не принадлежит по сути себе, есть у него какие-то короткие отрезки времени, когда он может лечь и, грубо говоря, полежать там на пляже или куда-то поехать в какой-то отель, и то у него постоянно тайминг, он постоянно чем-то занят, чем-то что-то решает, какие-то вопросы, у него всегда есть деятельность вокруг. Это вот как бы я хотела добавить, что ну, что вроде кажется, ну, бедная, ну, что тут, это ограничение, это вот я для себя, бедность, но она внутри может давать очень большую свободу. Что я хочу? У меня вот здесь есть внутри, есть ощущение вот некое противоречие, что, ну, вот если смотреть на здесь и сейчас, что когда у человека, чем больше у него возможностей, ну, в смысле денег, да, вот ресурсов, тем у него больше возможностей в этом мире. Чем у него меньше денег, тем у него меньше возможностей, ресурсов, это же ограничение. Что я здесь хочу себе, как ответить на вопрос, почему я вот показала в начале такие картинки, что ограничения определяются не условиями, ресурсами его окружающими, не количеством, наличием у него денег или там яхт, или домов,
ограничение и возможности определяются внутренним состоянием. И здесь я вижу такую картинку, что я вижу вот эти два человека, бедный и богатый, и это сливается в одно, потому что не богатство определяет состояние, а состояние определяет богатство. То есть изнутри в это, я вот сейчас у меня так все два в одно слилось, и вот из этого внутреннего состояния наличия определенных убеждений, ограничений, именно и формируются вот те две дороги, условно две, в которые человек начинает двигаться. Какие основные ограничения я хочу себе перечислить, что оставляет человека закрытым? Страхи, предубеждение, неуверенность, а базовые, вот я хочу сказать, это все понятно, базовые, есть что-то базовое, фундаментальное, что оставляет человека в позиции ограничения ресурсов, страх, движение в мир, движение вперед, развитие, раскрытие и принятие пространства нового. То есть вот это как зашел, собрался вот такой вот, как в одну, и не раскрывается. То есть да, здесь совершенно четко базовое – это раскрытие и принятие возможностей, которые приходят. А там уже страх принять новое, страх принять, вот как вот раскрыться и сделать больше, шире, вот раскрыть руки прям и принять, что мне вот новое. Опять вот идет прям, даже не хочу здесь определять, что и как. Базово это что? Страх принять новое. Принять новое. И это новое может быть по-разному определяться. Новые отношения, новые условия работы, новые какие-то действия. То есть работал на одной работе, потом взять и войти вообще во что-то новое. Принять. То есть вот это желание принятия, а там уже дальше влечет. Почему я боюсь принять? Ответственность. Еще очень важно, что вот это страх ответственности, что мне нужно будет отвечать за то, чего я не знаю, не умею. А я ж не умею, а мне сейчас вот наваляют по шапке за это или так далее. И там уже включаются дополнительные следующие страхи. Ответственности, что я сейчас сделаю что-то, оно не получится. Что еще я здесь хочу добавить? Фундаментальное, еще какие ограничения, там неуверенности в себе или еще что-то, это что? Но это уже следствие, это уже дальше, да. Я боюсь денег, потому что у меня какой-то был плачевный опыт. В детстве увидел, что за деньги там кого-то посадили, там за деньги убивают, потому что вот проживал в определенный период времени, да, вот сформировался такой там, например, вот в 90-х что творился, вот дети, которые проживали этот период, очень многие, кстати сказать, деньги воспринимают как нечто такое, за что могут прийти, во-первых, отобрать, а потом еще тебе как вред нанести за это, то есть и посадить, и отобрать, и убить, и так далее. То есть не высовывайся, и будет тебе благо. То есть это все тоже дальше, вот уже более мелкие. А вот фундаментально, если смотреть, это вот это принятие нового, позволить себе в этом мире начать принять, увидеть, попробовать нечто новое, что ты никогда не делал. Готовность к этому, еще такое идет слово, готовность к новым возможностям. И вот принятие этих возможностей, как бы не было страшно. На самом деле, тут такая сейчас штука идет очень важная, потому что вот ты когда открываешь, это естественно робость. То, что человек не знает, это его естественная инстинктивная особенность, он аккуратничает, да, потому что а вдруг там опасность, это инстинктивная защита нашего рептильного мозга, это встроено в нашу физику. Наступать туда, где я никогда не был, аккуратно, там может быть змея или еще что-то. Так также принятие в мире, если я испытываю чувство робости, такой вот, как вот начинает здесь подсасывать, прям вот как самолет, когда какая-то вот такая воздушная яма, вот это чувство испытывать, это естественно, это нормально. И его можно у себя отслеживать, но ненормально, когда это чувство останавливает, и человек перестает двигаться. То есть, естественно, испытывать некую робость, даже некий страх, это тоже легкий страх перед новым, потому что, а вдруг не справлюсь, он тоже может присутствовать, но важно идти через это вперед, идти через эту робость, через этот страх. И когда ты делаешь 2 шага вперед, этот страх, он как дуновение, вот просто как фантом, он развеивается, вот как ты видишь как будто стену, а ты
делаешь шаг, а здесь нет ничего, все, туман рассеялся, это фантом, это просто иллюзия. И все, и дальше это он уходит, как просто вот такие ошметки отлетают. Расскажу, желание человека вот перейти из одного состояния бедности в состояние богатства. Что в себе нужно трансформировать? Важный момент. Не из внешнего, а из внутреннего, еще раз повторю. В себе что нужно в себе трансформировать, чтобы перейти из состояния бедности в состояние богатства? Раскрыться. Вот прям вот это раскрытие, принятие, и будь что будет. То есть позволять себе принимать. А дальше, конечно, вот эти все не ругать, позволять себе даже переживать какие-то страхи, эмоции, ну, двигаться в этом направлении, вот в направлении возможности, открытой возможности. Она открылась, иди туда. Иди туда, пройди, попробуй. То есть это базово позволить себе принять возможность. И приняв одну, раскрывается и дальше. Вот он как тропа открывается. И делаешь шаг, и перед тобой открываются эти дальше движение происходит. Все, начинает пространство, начинает разворачивать ту реальность, в которую человек выбрал, разрешил себе принять. А еще у меня есть такой вопрос. Почему бедность связана с грязью, а богатство с чистотой? Вот если вот так условно посмотреть, чем здесь еще определяется. Здесь есть еще уровень вибрационной составляющей. Бедность, нищета, она по сути на физическом плане, вот я сейчас хочу ремарку важную очень сделать, то, что я сейчас вначале описывала, это как фундаментально мотивация сознания, которая заходит, да, и вот в внутренний энергетический слой мы смотрели. А вот если смотреть на физике, то, что окружают вот эти трущобы, да, вот эти бедные районы и так далее, там, как правило, присутствует очень низкий уровень вибрации. Это очень плотная, низковибрационная составляющая среды, материальной среды уже. Состояние вот искусства, почему искусство дорого ценится, почему картины очень высокие ну, по стоимости, по деньгам. То есть вот это вот все, оно более высокого вибрационного уровня. И вообще, в принципе, вот еще главное отличие, я когда начала говорить в самом начале, бедный, богатый человек, масштаб, вот как емкость энергии, потому что энергия денег, когда денег много, это высокая вибрация. Деньги, сейчас мне мозг мой подтягивает вот всякие истории вот коррупционного плана, там, допустим, какие-то бывшие сотрудники милиции или госчиновники, которые были коррупционеры, и у них очень большие суммы денег были, в итоге они попали в тюрьму, да, но денег-то много, вот это, как, кстати, показатель чего? А это емкость у человека меньше, чем тот объем энергии, который в него заходил. То есть, по сути, почему постепенность важна, о которой Юля говорила? Человек, он вот эту емкость свою, он как ее расширяет. Потенциально в нем вот этот источник энергии, он бесконечный, вот его внутренний аккумулятор, так скажем. И люди заходят в это пространство, и у них вообще, в принципе, масштаб достаточно широкий, как вот иногда говорят, масштаб личности, но это уже индивидуальные, персональные конфигурации, которые здесь воплощаются. А мы говорим в среднем, если бедные там и... Кстати, бедный человек и внутри свободный – это человек достаточно широкой, такой вот как большого масштаба. Это широкая, ну, большая личность, если так условно говорить. И по большому счету вот человек, который ощущает абсолютную свободу и находясь в очень бедных условиях, он все равно рано или поздно из этих условий поднимается в более высокие вибрационные позиции. То есть чем выше вибрационное состояние, тем и окружающее пространство, оно тоже вибрационно выше становится. То есть, по сути, высоко, вот это вот внутреннее состояние такого, ну, внутренней вибрации высокой, оно все равно рассинхронизирует его с низковибрационным пространством, местом. Он все равно из этого состояния выйдет. А если он погружается вибрационно и начинает, вот еще отличие бедных и богатых, вот тут, бедные, они ругают всех, они постоянно начинают вот, как бы осуждать, ругать,
все вокруг такие-сяки, а вот мне, они попрошайничают, они начинают быть жертвой, а это все вибрационно очень низкие состояния, и он ниже, ниже, ниже опускается, почему Юля говорит, видела внизу. А вот состояние богатства, и мы уже берем такие более современных, которые такие достаточно, какие-то интересные бизнесмены, которые ставят перед собой там большие цели, и для них суть денег не важна, для них интересна амбиция дойти той цели, которую он добился. Там не важны суммы денег, там важна игра. Вот он поставил перед собой задачу, какую там корпорацию расширить, и он подходит к этой задаче вот на желание расширить объем вот этот. Там не важны суммы денег, там важно вот дойти до этой цели. И вот здесь тоже отличительно, это по сути тоже более высоковибрационное состояние, состояние азарта, состояние игры, состояние драйва. Оно присутствует вот в этих состоятельных людях. Для них не деньги важны, они их не пересчитывают. Для них состояние, драйв, расширение. То есть и вот это для того, чтобы заходить в это состояние, то есть вот этот внутренний, так скажем, возможность энергии, ее тоже нужно расширять. Вопрос, как расширять свою энергию, чтобы, так сказать, зашло побольше. Так, что я могу здесь порекомендовать? Ну, кроме того, что, ну, да, во-первых, да, с собой, то есть прям работать с собой, со своими страхами, это очень важно. И учиться на простых вещах, вот на предложениях возникают эти предложения, ну, заходить, то есть, ну, на уровне, на своем, не надо сразу бежать, все, открываю свою фирму, захожу в инвестиции, там, все свои накопления сейчас туда спущу. Нет, заходить на своем уровне, ровно на том уровне, то есть у нас у всех как бы есть некий уровень, потолок такой, так скажем, знаешь, как финансовый потолок тоже говорят, вот выше которого уже есть некий дискомфорт, но этот потолок, он также повышается. Масштаб, вот это расширение, оно энергетическое идет больше, оно во всех смыслах расширяет и вверх, и в сторону, и вниз. Поэтому и как бы суммы, с которыми человек пересекается, это как вот в работе. Ты сначала там, допустим, заказ на 3000 у тебя вызывал робость, заказ там на 5000 долларов уже нормально, с каким-то стечением времени, заказ на $1 000 000, ну, как бы есть некая легкая такая робость, но тоже как бы справимся. Вот об этом речь, то есть потихонечку заходить в возможности, которые открываются, не бояться идти через страх вперед и делать очень важно, испытывать состояние радости. То есть то, что я делаю, это очень важно, это мега архиважно, это не должно быть нудным занятием, здесь не должно быть такое «я не хочу», но говорят, вот это надо делать, чтобы много денег заработать, это прибыльно, это круто, это стильно. Вот все девочки-блогеры, я тоже должна быть блогером, активно показывать себя и так далее, а я хочу картины писать, например. Но я себя вот как вот начинаю, вот говорят, надо идти через свой страх, и идти, не ломать себя, тут очень важно. Страх, который возникает как вот такой опасности инстинктивной, когда человек не знает, куда идти, он очень легкий. Он не такой, ты, когда в него заходишь, он тут же рассеивается, вот это главное отличие. А когда человек начинает себя ломать, он туда заходит, делает, но он не расслабляется. Чем дальше он идет, тем больше его скручивает, тем больше он испытывает напряжение. По сути, это должно быть только на первом этапе. Зашел дальше, должен получать удовольствие. Если ты от процесса удовольствия не получаешь, выходи отсюда. Дальше будет хуже. Дальше начинается вот это скручивание и схлопывание возможностей, когда человек начинает, он просто перестает аккумулировать эту энергию. Все, он скручивается, схлопывается. Кстати, Юль тоже про это говорил, этот элемент скручивания. Поэтому очень важно получать удовольствие от процесса. Если на данный момент жизни я не могу с этого процесса соскочить, сделай так, чтобы процесс приносил тебе удовольствие. Вот просто вот вы не положите. Если ты хочешь от этого получить прибыль, действительно прибыль в деньгах, имеется в виду эквивалент, сделай так, чтобы процесс приносил тебе удовольствие.
Это важно, это архиважно. Потому что как только процесс начинает тебя нудить, тебе побыстрее бы сделать, и вот не надо, комфорта какой-то в теле, там вот я, там, не знаю, желудок начинает, такая явная очень психосоматика болеть, нервы там и туда-сюда. Все, поток энергии сокращается, соответственно, денежной энергии ей тоже некуда приходить. Есть, так скажем, соотношение энергии, транслируемое человеком, вот раскрытие вот этого, у меня вообще как емкость даже я ее вижу, и приход денежной энергии. Вот это соответствие, оно приходит прям вот немножко, неважно, сколько ты выдаешь, да, придет как бы вот денег приходит вот в этот вот. Вот, то есть эта емкость, она небольшая. А емкость, вот, и, соответственно, вот в эту емкость столько денег придет. Понимаешь? И это будет не зависеть от моих трудозатрат. Вот еще важно, что. То есть я могу положить там 24/7 работать, но если я не получаю от этого процесса расширения внутреннего удовлетворения, у меня вот эта емкость, она не расширяется. Вот это энергетическая. А что это емкость? Это что такое вот на. Что это такое? Вот сейчас немножко. Это что вот эта емкость? Это что я этим показываю? Вот куда заходит вот эта денежная энергия? Вот здесь это важна еще такая тема. Это именно вот приход денежной энергии. Именно вот это вот приход этого благосостояния, понимаешь, ресурсов, возможностей. Чем является этот сосуд на физике? А это есть вот эта возможность принятия. Я все принимаю с радостью, сколько я могу унести. Вот условно, я прям сейчас вижу, как вот девушка, знаешь, так фартук берет, так вот как подол, да, так, сыпь сюда. Или можно вот так ручки подставить. Вот тебе в ручки, ну сколько тут насыпать. Или подол вот так возьми. Или вообще скажи: так, ребят, подождите, у меня тут вот мешок принести, а вот сыпьте давайте в этот мешок. То есть, а эта емкость, это что в человеке? Показатель чего? Возможности принимать. А как определяется его возможность принятия? Чем она определяется в человеке? Отсутствием ограничением и умением получать удовольствие, то есть состояние удовольствия. Вот какое-то состояние радости, но не такая экзальтированная радость постоянно, а просто сейчас состояние такое уверенности, спокойствия, достоинства и желание вкуса иметь, но знаешь как, я не над златом чахну и завистливо смотреть в Инстаграме, как девочки отдыхают в каких-то супердорогих лакшери-отелях, я тоже туда хочу. А вот в каком-то, знаешь, какое-то вот это состояние неги, оно оттуда вот было, состояние желания, что вау, как классно, я тоже вообще, я поеду, я там буду. И чувство свободы, ощущение свободы в этом месте. Не что ты как там гость случайный вообще, бедный родственник приехал, да, и тут вдруг к богатому там брату, а прям вот в этом надо как вот ощущение, ну, спокойствия, удовольствия. Ты здесь как чувствуешь себя в своей тарелке, ты чувствуешь себя на своем месте. Вот именно вот когда это состояние испытываешь, вот важно в этом состоянии пребывать. Давай вот подведем резюме. Я хочу подвести, как надо действовать, чтобы вот емкость для вот этого возможностей и ресурсов постоянно росла. Что мне здесь, что я могу себе порекомендовать и вообще сделать такую рекомендацию для других? Что будет способствовать этому? Пребывание в спокойствии, так. Получать удовлетворение от того места, от здесь и сейчас, от того момента, в котором находишься, проживание этого момента в полной мере, вот прям со вкусом, четком, с четкостью, с ясностью, с принятием, без осуждения, что ай, вот, и мечтами о будущих грезах каких-то. Здесь и сейчас мне здорово. Вот просто прям вот в полной мере. Что еще я хочу себе здесь добавить? Что еще будет помогать? Поступательное увеличение финансовых взаимодействий, конкретно даже финансово, постепенное повышение финансовых планок. Это начиная с регулирования своего бюджета, то есть постепенно, вот я делаю месячный, там, мой месячный бюджет такой-то, следующий месячный бюджет поднимать, постепенно поднимать свою планочку трат, обеспечения себя. То есть, так, сегодня я в месяц заработал столько-то денежек, ага, в следующий месяц я готов заработать
Сколько прибавлять? Ну, здесь по-разному, кому как, но от 15 до 30% плюсовать к следующему доходу, как бы себе вот закладывать. И закладывать себе на следующий вот повышать. То есть постепенно взаимодействовать с более высокими чеками, если есть такое. То есть привыкать. Чрезмерная трата ресурсов сверх того, что имеется, а потом такое сидеть и какой-то сидеть там типа лапу сосать, да, это не расширение возможностей. Так как постепенное, вот так как вот растягиваем, оно наоборот будет. Вот, поэтому тема сама достаточно обширная, глубокая, но вот основное, оно как бы общее, оно дано. Что такое богатство? Взаимодействие с физической реальностью, взаимодействие с материальной реальностью, с материальностью, внимание конкретному человеку, внимание человека, посвященное, как бы уделенное созданию материальных ценностей, широкое, глубокое, разностороннее, разнообразное, удовольствие, радость от взаимодействия с материальностью, от создания всяких разных материальных ценностей. Что здесь я вижу предметы мебели, которые человек создает собственными руками, картины. Что еще? Выращивает всякие разные плоды, зерно. То есть выращивание всяких того, что земля дает, как овощи, фрукты, взаимодействие с животными, то есть всевозможное взаимодействие с материальным миром, с физическим. Что я здесь чувствую? Очень такое радостное, с глубоким удовлетворением, с интересом, с любопытством, изучение всяких разных проявлений, аспектов, то есть изучение вот этого самого взаимодействия, то есть вот это, как создавать материальные какие-то вещи, как создавать материальные ценности, ну, то есть вот интерес и любопытство к тому, как это сделать, как сотворить, как придумать. Такое стремление человека к созданию материальных ценностей, как оно влияет ли это на его богатство, на рост его финансов, на что такое богатство? Это ли только что это такое? Это изобилие, это такое состояние ума, при котором человек очень заинтересован вот именно в физическом материальном мире. Он получает удовольствие от взаимодействия с этим физическим миром. Он его пьет, ест, слушает, воспринимает всеми органами чувств и получает от этого удовольствие. Слушает музыку, видит картины, сам что-то производит, сам пропускает через руки, его прям как песок пропускает, как глину месяц. И все это делает с чувством глубокого удовлетворения от того, что он делает в этот момент. Ест какие-то вкусные блюда. Что еще? Все, что касается вот этого вот разнообразия этого физического материального мира, который мы называем богатством, оно рождается из многообразия и качества желаний вот этого человека, глубокого такого интереса, глубокого чувства радости и максимальной заинтересованности. Так, что ограничивает, прям
прям как вот развернись, вот такой вот развернись душа, прям такой прям в человеке, который обретает вот это, владеет богатством, это как фактически как глубина, как отражение его заинтересованности в пребывании вот в этом материальном мире, вкус к жизни, вкус к деланию, вкус ко всему, что составляет вот этот материальный мир, чтобы его ощутить всеми возможными, как это сказать, органами чувств. Есть ли здесь что-то, что может его ограничивать? Но это такая, получается, в большей степени идеальная картинка. Это такой, как это, открытый, ничем не ограниченный, ничем не ограничиваемый процесс. Что я могу, какая у меня есть информация о том, что такое бедность. Бедность. Сразу возникает масса ограничений, прям как стеночки начинают вырастать со всех сторон. Что за ограничения? Как можно, как нужно, как должно, можно, нельзя, сюда нельзя ходить, должно быть сделано вот так вот. Что еще? Перфекционизм является очень большим ограничением для человека. А в чем здесь причина? Почему перфекционизм является это же стремление сделать хорошо? Здесь стремление сделать хорошо, оно как убеждение, как прокрустово ложе, как убеждение, как вот как такой, как клише, сделать хорошо. Человек получает от этого удовольствие. Вот эта вот мысль, она идет впереди, и она давлеет и ограничивает очень сильно. Что такое психология нищеты? Ограничение, страх проявления, страх действия, страх шагнуть, свобода воли отсутствует, есть зажатость. Что здесь еще? Откуда это все возникает? Является ли это состояние вот этой вот зажатости, вот это вот состояние, в которое человек попадает, что мы называем психологией нищеты, является ли это задачей души воплощения, да или нет? Нет. Да. Ловушка такая, в которую попадает человек, ловушка из ограничений. Эти ограничения, они как вот, как некие навыки, получается. Навыки. Откуда возникают эти ограничения? Вот как на голову одевается прям вот какой-то, как шлем, не шлем. Нечто одевается на голову, такое, как конструкция какая-то. Глаза закрываются по бокам, как шоры. Вот, что это такое? Ну, это то, чему как бы фактически человек обучается в процессе взаимодействия внутри своей семьи, которая является как бы вот этим вот началом социума. Что еще? Окружение. А что всегда ли так происходит? Если у человека свобода воли, чтобы выбрать другой для себя путь, путь раскрепощенного восприятия, какая у меня здесь есть информация. Маленький человек очень обусловлен, пока ребенок вот он растет и очень влияет, очень влияет рассуждение взрослых, образ жизни, то, что он видит вокруг себя. Есть ли у такого человека шанс, изменить вот эту свою психологию, да или нет,
сложно. Сложно. В чем сложность? Очень большая обусловленность. От чего тогда зависит свобода воли человека? Потенциал. Что в данном случае имеется в виду потенциал? Уровень энергии. Если здесь вот это вот получается какая-то картинка, как два потока расходятся в разные стороны. Так от чего это все-таки зависит? Вот это вот, когда человек испытывает радость от взаимодействия с материальным миром. Какого человека я здесь вижу? Взрослый, ребенок. Ребенок искренний, открытый, взрослый, какой, свободный, раскрепощенный, сознательный. Так, хочу увидеть путь из закрепощенности к свободе. Если здесь путь, фактически только когда человек собственными глазами видит, что есть другие примеры перед глазами, то есть когда глаза его, мозг начинает, так что это такое? Глаза начинают ощупывать пространство в поисках других решений. Да, это как связано с головным мозгом, лобные доли, что это такое? Есть какая-то связь, существует связь между восприятием через глаза, то есть глаза начинают искать, ощупывать мир на предмет вариативности. Это дает человеку шанс на том, чтобы увидеть какие-то начать чувствовать и воспринимать мир несколько иначе. Сдвигается картинка. Сдвигается вот это вот состояние ума и вот это вот состояние глаз, когда начинает человек ощупывать мир, изучать его, от чего это зависит. Является ли это состояние случайным, да или нет? Нет. Оно является спящим. Что его пробуждает? Моменты радости. Такие проблески радости, которые бывают у каждого человека. Радость, смех, медлительный смех. В процессе хохота у человека рождается такой открытый хохота, рождается состояние счастья внутри. Возникает как освобождение в процессе того, когда человек хочет, возникает состояние освобождения, возникает чувство полета, чувство потока, такой как бы в груди появляется воздух, такие проблески счастья, которые все-таки приводит человека к тому, что он начинает вокруг себя озираться. Так, еще раз задаю себе вопрос. Человек богатый, человек бедный. В чем между ними разница? Свобода воли, раскрепощенность, внутреннее желание испытать многообразие впечатлений жизни, связанных со всем этим физическим миром, с материальным миром. Широта восприятия, глубина, как воспринимает мир всем своим существом. Ребенок, который приходит в богатую семью, почему у нас богатство передается по наследству. Наследство передается вот эта вот атмосфера, когда человек в изобилии, среди красивых вещей, в красивом доме, он как рыба в воде. Ребенок привыкает воспринимать мир во всем его вот этом вот чувственном таком восприятии. Он может пройти своим путем. Далее
Но это уже опять вот это вот все. Там растратить, проиграть, там такие все вариации. Это все опять-таки ипостаси, разные ипостаси проявления вот этой свободы воли. Свободы воли изучить, ощутить по-другому, как можно взаимодействовать с этой материальной реальностью. И свобода воли. Что же касается бедного человека, ребенок рождается в бедной семье, а здесь изобилие ограничений, изобилие ограничений. Это тоже изобилие. Это тоже изобилие. Оно просто по-другому выражается. Есть ли у него здесь минус или плюс? Нет, здесь просто познание мира через самоограничение. Это такой-то один из способов познания. Он тоже может быть очень изобильным на то, чтобы себя изложать, ограничить, сжать на сжатие. В результате что происходит? Душа обретает опыт. Душа обретает опыт из такого-то состояния, разнообразных состояний сжатия. Интересно. С уровня души все есть изобилие ощущений, переживаний. Все как воспринимается как изобилие ощущений разнообразных. Ничем они не прошли, никакие цвета, они просто разные. Если здесь такое понятие, как психология нищеты, чистое понятие от ума, это с уровня физического материального мира. Но если еще какая-то информация, которую хотим бы сейчас еще получить, достаточно.